Наверняка вы часто задаете себе примерно такой вопрос. Почему одни дизайнеры делают просто умопомрачительные интерьеры, которые попадают во все СМИ, которые потом стараются скопировать и воспроизвести, в то время как другие дизайнеры создают что-то посредственное и унылое? Все дело в том, что профессиональные дизайнеры применяют в своих интерьерах 6 основных принципов: пропорция, гармония, баланс, ритм, акцент и контраст. В этом видео я расскажу вам об этих 6 главных приемах, которыми пользуются профессиональные дизайнеры интерьеров, и постараюсь объяснить на примерах, как они работают. Лэш. Реализуемые дизайн-проекты. Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад видеть наших старых подписчиков, а для тех, кто с нами впервые, меня зовут Алексей, я арт-директор дизайн-студии Лэш и практикующий дизайнер. И не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить новые полезные видео. И также подписывайтесь на мой инстаграм. Там я выкладываю свои работы, которые могут послужить для вас прекрасным источником вдохновения. Хороший интерьер не имеет ничего общего с нагромождением красивых предметов мебели и дорогих отделочных материалов. В большей степени это взаимодействие геометрии помещения, форм, фактур и текстур мебели, цвета и света. И если вы знаете, на каких принципах все это между собой взаимодействует, то вы сможете из любого помещения выжать максимум и превратить его в по-настоящему сказочный интерьер. И, кстати, если вы хотите своими глазами увидеть, потрогать руками уникальную дизайнерскую мебель, предметы интерьера, приглашаю вас в салон «Лейтмотив» на Барочной, 12. Акцент в интерьере необходим для того, чтобы вызвать интерес и закрепить на себе визуальное впечатление от интерьера. Также его еще называют визуальный центр или фокус. Это то, на чем концентрируется наше внимание, то, что и делает весь интерьер уникальным и запоминающимся. Это должно быть что-то интересное, необычное, фактурно и визуально привлекающее наше внимание. Какой-то конкретный предмет, который бросается в глаза сразу, как только мы оказываемся в помещении. Это может быть огромная красочная картина в центре стены над кроватью, диваном или сама по себе, как на этой стене в холле. Также совсем не обязательно, чтобы акцент был на стене. Это может быть журнальный столик интересной формы или с богатой текстурой, или, например, большие необычные люстры над столом. В общем, все то, что каким-то образом заставляет на себя обратить внимание и притянуть наш взгляд. Комната, где все имеет одинаковое значение, будет казаться скучной. Вы можете безупречно подобрать отделочные материалы, цвета и фактуры, но интерьер будет никакой. Поэтому вам нужен акцент, фокус, чтобы нарушить монотонность пространства. Самое сложное с акцентами в интерьере – это не переборщить. Следуйте золотому правилу: лучше меньше, да лучше. В дизайне интерьера очень важно противопоставлять различные предметы друг другу. Они могут противопоставляться по форме, фактуре, цвету, материалу или масштабу. Этого можно достичь, сочетая гладкие и шероховатые поверхности, светлые и темные материалы, что-то спокойное и динамичное. Когда вы применяете этот метод к пространству вашей комнаты, то вы наполняете ее жизнью и характером. Благодаря контрасту вы можете добиться равновесия и баланса. Например, в этой кухне контраст создается за счет такого легкого и практически неосязаемого материала, как стекло, и дерево, текстура которого, напротив, дарит нам ощущение стабильности. На этой фотографии контраст основан на использовании очень мягкого и уютного материала штор и гладких, почти стерильных поверхностях мебели. Чем более выраженным будет контраст, тем более интересным и живым будет интерьер. Поэтому не бойтесь, экспериментируйте, ищите динамику в контрасте. Это оживит ваше пространство и заставит его взаимодействовать с вами.
Точно так же, как и в музыке, в дизайне есть ритм. И если в музыке ритм создают похожие сочетания звука и тишины, то в дизайне интерьеров ритм создают повторяющиеся элементы. То, что заставляет наш взгляд двигаться в пространстве. Ритм основан на подобии или дублировании таких элементов, как цвет, форма или узор. Это позволяет объединить пространство, завязать в единую концепцию различные материалы или мебель, сделать их принадлежащими к чему-то единому, то есть сделать их нотами одной песни. Вы можете создать ритм, используя один и тот же цвет на разных предметах, или это могут быть повторяющиеся вертикальные линии, как на этой фотографии, или использование одного и того же дерева в разных предметах мебели, как на этом снимке. Но не забывайте об интервалах между подобными элементами. Иначе вы создадите не ритм, а нагромождение в кучу одного и того же, и просто загубите весь интерьер. Баланс – это распределение визуального веса или создание равновесия в интерьере. Например, баланс может достигаться за счет симметрии, где одна часть интерьера отражает другую. Этот прием наиболее распространен в традиционных стилях интерьера. В современных же наоборот. Баланс достигается путем асимметрии, то есть формы, цвета, объемы и текстуры мы уравновешиваем не за счет их дублирования, а за счет правильного взаимодействия между друг другом. Правильно применяя ритм и акценты, вы можете добиться правильного баланса в интерьере. По сути, баланс – это уравновешивание одних элементов другими. Например, большое по объему помещение можно уравновесить ярким предметом мебели. Масштаб – это то, как размеры объектов соотносятся с размером пространства. Пропорции – это соотношение между двумя объектами. В дизайне интерьера очень важно тонко чувствовать эти два понятия. С одной стороны, пространство, где используются предметы одного масштаба, может быть и будет построено правильно, но с другой стороны, оно будет совершенно плоским и невыразительным. Например, если у вас большая комната, то и предметы в ней должны быть крупными, выразительными, иметь больший визуальный вес. Если у вас маленькое помещение, тогда используйте один или два крупных предмета. Так вы заставите комнату казаться немного больше, чем она есть на самом деле. Для того, чтобы вам было проще работать с пропорциями и масштабом, используйте золотое сечение. Это пропорциональное деление отрезка на две неравные части, при котором меньший отрезок так относится к большему, как больший ко всему. Проще говоря, это отношение одного размера к другому с коэффициентом 1,62. Например, размер этого дивана составляет примерно 1,80 м. Чтобы подобрать к нему столики, которые будут гармонично сочетаться с ним по масштабу и пропорции, нужно 1,80 м разделить на 1,62. Получаем 1,100 м. То есть нам нужен столик диаметром 1,1 м. Конечно же, все это примерно, и вас никто не заставляет ходить по магазинам с калькулятором и линейкой и покупать только то, что до сотых единиц вписывается в эти расчеты. Гармония в дизайне интерьера создается, когда все элементы дизайна складываются в одну картинку, как бы взаимодействуют между собой и создают единую концепцию и композицию. Гармоничное сочетание может строиться на едином эстетическом стиле и настроении. В итоге должно создаваться ощущение, что каждый отдельно взятый предмет каким-то образом связан со всеми другими, даже если он больше ни на что не похож в этом интерьере. Например, если вы делаете небольшой по размеру санузел в современном доме, то очень странным будет выбор плитки под мрамор Имперадор или Оникс для отделки стен, так как такой материал больше подходит для традиционных стилей с большими пространствами и роскошной отделкой. Более оптимальным будет выбор плитки под штукатурку, бетон или такой камень, как песчаник или сланец. Все эти принципы объединяются во впечатляющий дизайн интерьера. Эти принципы являются ключевыми элементами любого искусства, будь то живопись, музыка, скульптура, фотография или архитектура. И если вы вдруг оказались где-то, откуда вам не хочется уходить, где вам комфортно и уютно, то знайте, в этом месте кто-то умело применил каждый из этих принципов и создал для вас уникальный интерьер.
Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк и обязательно подпишитесь, если вы все еще не сделали этого. Всем спасибо и до следующей недели.